Действующими лицами являются духовные силы. Здесь использована та же система, что на обложках «Экономиста». Каждый человек или группа артистов представляют собой различные энергии мироздания, находящиеся в невидимом мире. Но именно они и формируют все события истории человечества. Масоны создают свои проекты на изначальном уровне бытия. Они управляют причинами, разрабатывают стратегию игры на основе первообразов, пользуются прототипами, а не ширпотребом. Поэтому они всегда на несколько шагов впереди. Поэтому они могут манипулировать даже церковью, как им заблагорассудится. Наши архиереи только глазами хлопают. Общее пространство всего действа отражает главные аспекты мироздания. Две главных его составляющих. Это энергетика, действующая во внутренней среде, и энергетика, действующая во внешнем пространстве. Сила Бога сначала изливается вовнутрь, потом, по мере наполнения внутреннего пространства, она выплескивается вовне. Половина шоу проходит в крытом помещении, а половина на открытой территории. Вначале мы видим, как поезд входит в тоннель, и внутри ангара начинается спектакль. И далее данное правило сохраняется на протяжении всей первой части. Все новые сцены начинаются с въезжающего вовнутрь поезда. Аналогичным образом, после того, как электричка выходит из тоннеля, события перемещаются на внешнюю площадку. В системе масонского символизма железнодорожный состав обозначает энергетику логоса. Под вагонами, сцепленными в одну связку и приводимыми в движение локомотивом, подразумевается Христос. Спас в силах. Бог приводит в движение энергетику мироздания. Она имеет ступенчато-последовательное устройство. Одна энергия перетекает в другую. Все в мире поэтому взаимосвязано. Поэтому одним из символов бытийных энергий масоны и выбрали поезд. Цвет также является одним из главных элементов символической системы. Так как речь идет об эсхатологическом периоде, о 6-7 дне, то основные цвета спектакля – это оранжевый, желтый и белый. Оранжевый – это 6-й день, желтый – 7-й, белый – это 8-й или просто символ целостного состояния энергии. Все происходящее внутри ангара относится к событиям 6-го дня. На выходе мы видим большой желтый круг. Он имеет то же значение, что и Солнце на известной обложке. Это время, собранное в целое. Поэтому, покинув внутреннюю среду 6-го дня, мы попадаем во внешнее состояние 7-го дня. Состояние становления целостного бытия. Также здесь в спектакле используются розово-лиловые цвета, традиционно символизирующие евхаристическую энергию, рыжий цвет, цвет войны и разделения, черный цвет суда. Символика рыжего и черного цветов происходит из апокалипсиса. Второй всадник на рыжем коне с мечом, это энергия разделения. Третий всадник с весами и на черном коне, это энергетика суда. Несколько слов об основных персонажах. Вот это главное пугало, которое всех больше возмутило публику. И правильно, что возмутило, потому что это не просто баран. Это тот самый человека-зверь из апокалипсиса. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. А вот здесь мы видим еще одного козла. Однако у данного
персонажа человеческое лицо скрыто, потому что он не является человеком. Как нетрудно догадаться, это дьявол, или сатана, или Люцифер, кому как нравится. Организованная толпа строителей в оранжевых комбинезонах символизирует человечество, находящееся в состоянии шестого дня. Это главная сила, создающая историю. Масоны посредством ложных пророчеств ловко манипулируют глупыми человеческими особями, заставляют их выполнять свою злую волю. И тем самым духовные силы мироздания также вынуждены подчиняться человечеству, неразумному человечеству, и запускают в мироздание разрушительные сценарии. Вот здесь зомбики поднимают правую руку, потом еще раз. Это они голосуют за демократические власти, безбожные. Тем самым человечество по собственной глупой воле отдает свою судьбу в руки масонов. И далее хитропопые иллюминаты вытворяют с двуногим стадом буквально все, что им захочется. Нужно подчеркнуть, что сюжет представления не имеет четко выраженной временной последовательности. Порядок смены сцен строится по тому же принципу, что и в апокалипсисе. Перед зрителем последовательно разворачиваются определенные картины, повествующие о разных состояниях энергии мироздания. Данные состояния преимущественно действуют постоянно на протяжении всего шестого и даже седьмого дня, а не только в какой-то конкретный момент. Показываются как бы разные ракурсы единого шестого дня, хотя есть и отдельные события, привязанные к конкретному времени. В целом перед нами показывается не столько история, сколько детали этой истории, из которых впоследствии нужно будет собрать эсхатологический рассказ. В спектакле также используются многочисленные сцены с танцами. Они также имеют глубоко символьную природу. Каждый человек – это энергия мироздания. Поэтому кувырки обозначают круговращательные движения духовных сил бытия. Это когда от земли потоки восходят на небо, а с неба на землю. Если же персонаж начинает кружиться, то таким образом показывается движуха, происходящая в плоскости земного мира. То есть речь идет о линейном времени, о событиях истории. Кружиться значит делать историю, значит реализовывать какой-либо проект. Нужно сказать, что у самих Карабасов масонского театра отношение к эсхатологии как бы нейтральное. Внешне они как бы не позиционируют себя на чьей-либо стороне, хотя это, конечно, не так. Но внешне они показывают все события как есть. Здесь мы видим не только становление проекта Антихриста, но также показана грядущая победа православия. У масонов есть своя философия. Они стараются делать игру в любых погодных условиях, так сказать. Извлекать выгоду при любой власти и оставаться всегда в белых перчатках. Масоны верят, что в конце истории все грехи спишутся, что Антихрист станет добрым, и они спасутся. Осужден будет только дьявол. Поэтому о нравственной стороне своих проектов они не особо заботятся. Хотя прекрасно понимают, что они не агнцы, и в судный день вознесение в целостный век им не светит. Но, так сказать, у правильных пацанов всегда все схвачено,
И если подойти к делу с умом, то все получится как надо. Масоны на сей случай подготовили проект искусственного целостного века. В нем они и собираются укрыться от дня гнева Агнца. Масоны уповают не на силу Бога, а на свои деньги и свои технологии. Над проектом искусственной вселенной мировая наука трудится как минимум последние 50 лет. Нужна технология, способная проникнуть за грань материального мира. Вот истинная цель всех ядерных исследований. Для этого построен адронный коллайдер, и более века существует такая организация, как ЦЕРН, расположенная в той же Швейцарии и имеющая логотип 666. Протоны готовы к столкновению в детекторе. Направляющие магниты изменяют траекторию протонов и переводят их на встречный курс. Общая энергия двух протонов, сталкивающихся в бак, составляет 14 тераэлектронов-вольт и воспроизводит состояние, похожее на состояние после Большого взрыва. Следы частиц, образующихся в результате подобного столкновения, будут проанализированы компьютерами, подключенными к детекторам. И мы надеемся на то, что результаты анализа дадут нам новое понимание того, как Вселенная появилась, как она развивалась, что управляет ее поведением сегодня и что произойдет с ней в будущем. Если совместить все 5 состояний бытийных энергий, то произойдет возникновение искусственной Вселенной, параллельного бытия. 4 состояния бытийных потоков регулируются посредством самого человека через ритуалы и манипуляции с ангельскими силами. Для целостности не хватает соединения энергетики бездны вод с энергетикой материального мира. Она не подчиняется человеку. Это энергия хаоса. Управлять материей можно только посредством технологии. При естественном порядке все 5 потоков соединяются в Бога-человека. Поэтому святые смогут укрыться в пространстве параллельного бытия. Однако такой вариант, само собой, не подходит масонам. Поэтому им нужен другой человек. Человек, которому они подключат энергетику собранных 5 потоков. И тогда возникнет искусственная параллельная вселенная, созданная технологическим образом, без какой-либо помощи Бога. И естественно, что данным человеком и будет антихрист. Поэтому на логотипе ЦЕРНа красуются 3 шестерки. Вот, собственно, чему посвящена масонская мистерия. А начинается спектакль со сцены в летающей кареты, запряженной 5 белых лошадей. 5 лошадей – это символ 5 энергий искусственного бытия, собранных в целое. Таким образом, масонский спектакль под названием «Священный Готард» по своей сути является презентацией проекта «Антихрист».